User Joker. Вячеслав, вы в своих работах видите ошибки? Вижу, но не сразу. Вот в набросках, например, 10 минут, быстро, и не всегда получается там отойти, чтобы проверить пропорции. Приходишь домой, думаешь, боже мой, уже не исправишь. Акварель, например, да? Поэтому и держу себя в тренинге, в постоянном. Хожу на наброски не только для того, чтобы произведение искусства сочинить, но еще тренировать постоянно точность глаза. Это нужно. Что касается ошибок, связанных с тоном, то нет, пожалуй, потому что если видение тона сформировано, то есть следующий этап, когда ты нарушаешь сознательно. Это не значит, что ты его не видишь. Ты ищешь более гармоническое решение, более неожиданное решение. И в этом смысле очень важно его сформировать, вот это видение, да? И потом у тебя не может быть ошибок, потому что ты просто творчески работаешь. Больше как композитор, сочинитель. Можно ли назвать ошибкой невыразительность композиции, например? Она может быть выразительной и может не очень. Да, наверное, можно. Потому что любой сюжет, на который мы смотрим, там, цветы, например, да, вот эта ситуация, можно по-разному скадрировать, то есть широкий взять, да, такой кадр, узкий, фрагментарный, вообще кусок какой-то, не знаю, ствол дерева освещенный. И можно сделать шедевр. Важно найти это решение. Ошибка это или нет, не знаю. Если решение не найдено, если композиция не работает, она просто неудачная и неудачная. Что тут поделаешь? Скажите, что вы думаете, друзья, на этот счет? Является ли ошибкой неудачная композиция? Противоядие одно – это рисовать несколько различных вариантов одного и того же сюжета. И выбрать из них самый выразительный. Наверное, другие не будут ошибкой, просто они невыразительны. Павло Замай. Так женщины и существуют для того, чтобы любоваться ими и щупать их. А вот, например, считается, вот едешь в метро, например, я очень редко езжу, но тем не менее, если смотрит кто-то на женщину больше, я не знаю, 2 секунд, то это уже считается, в мире неприлично, потому что ты щупаешь ее взглядом, пристальным таким, ты заходишь на ее территорию, которая, в общем, на ее территорию свободы от щупания взглядом. И тем самым ты выражаешь агрессию. Можно в черных очках, конечно, заходить и тогда смотреть совершенно спокойно и долго. Прям совсем черных, чтобы не было видно, куда ты смотришь. Кстати, в черных очках очень хорошо наброски делать. В общественных местах. Никто ж не видит, куда ты смотришь. Просто сидишь с блокнотиком и чирикаешь, а сам все внимательно наблюдаешь. Вот такое вот изобретение. Ирина Путрова. Очень нравятся ваши работы, вообще импрессионисты. Давно мечтаю рисовать, писать, но образования художественного никакого. У меня тоже. Когда-то были робкие попытки. Хотела бы у вас поучиться, живу в СПБ. Так приезжать. Я провожу различные классы. В основном это пейзаж, в разных местах земли. В СПБ пока не проводил, но ближайший будет в Армении. Приезжайте. Из СПБ тоже туда едут девушки, так что присоединяйтесь к ним. Поработаем там. Если Армения не нравится, будет очень мощный класс. 6 дней живописи, прям вообще. А потом озеро Гарда в Италии. Так что присоединяйтесь туда или сюда. Я не так часто провожу классы, поэтому ловите момент. Таня Маня, чудесный баттл у вас с Бато. Баттла не было, просто писали модель. Но как-то давненько вы не дарили нам встречи с ним, мы соскучились. Да я сам его давно не видел. Где сейчас Бато? Не знаю. Это надо где-то в соцсетях. Но он там тоже редко появляется. Может, где-то экспонируются его работы? Если будут где-то экспонироваться, я скажу. Я когда-то очень давно видел его работу в ЦДХ, еще тогда заприметила. Очень хорошие у него работы.
Эйсид Флориани, спасибо за ответы. Вот что хотел спросить. Вы одновременно говорите о творческой смелости, а то и наглости, в хорошем смысле. Ну да, художник – это некоторая наглость, я бы сказал, даже такая вот хамоватость в живописи, то есть, ну, экспрессивность такая. То есть прорыв. Ну, есть вот пространство, ну, там травка, тишина вокруг. А художник может из этого сделать такую музыку, может тонкую сделать, едва уловимую, а может мощную, ну, в зависимости от настроения. Так дальше. И при этом про грамотность. Но тут загвоздка. Для того, чтобы по-настоящему научиться, приходится прижать свои хотелки и творческие позывы. Ты же учишься ради информации и навыков. Но прижать надо. Чего же на всем скаку-то? Голуб. Не, надо сначала потихонечку научиться ездить, а то можно упасть с лошади. Виктор Степанов, мы были знакомы с ним, просто меня очень я его люблю. Ну, ушел из жизни. Говорил мне: эх, Слава, приедешь ты ко мне, по-моему, на Днепр, что ли, я не помню, на какую речку. Выйдем мы с тобой, зажарим. Моя Наташа, по-моему, у него жена, зажарит нам что-то там, какую-то рыбу, и мы с тобой еще поговорим о жизни и о любви. И ему недолго тогда оставалось, когда мы говорили. Я снимал тогда ролики, видео различные, и часто мы виделись. Так подружились, такой голос. Ну, Петра Первого играл, вы помните, конечно, его фильм. Так вот, он упал с лошади и с палочкой потом стал ходить. Какая-то у него болезнь там случилась. И через какое-то время он поменял миры. Светлая ему память, великолепный был человек. Ну ладно, дальше. Так, значит, как найти баланс между обучением и творческим хулиганством? Вы часто говорите о свободе при письме. Ну, согласитесь, что эта свобода может быть ложной, конечно. Это может быть свободой от грамотности. Нет, я всегда подчеркиваю, что свобода на основе жесткого фундамента. Под этим я подразумеваю рисунок железный, видение тона, чувствование композиции, теплохолодность. Все. Вот на этом, пожалуйста, делать, что хотите. Приблизительность в цвете, сочинять. Но держите тон композиционно, чтобы все было выстроено. Так вот, вот фундамент. Видимо, вы когда-то упустили, что вот это самое важное. Фундамент жесткий. Так, дальше. Тогда свобода будет в живописи, ну, она прочно будете стоять на ногах и можете делать что угодно. Так вот, я уже забежал вперед. Это может быть свобода от грамотности, а человеку кажется, что он весь такой творческий и не такой, как все. Пишу уже давно, и так и не научился быть послушным учеником. Скорее, вредным и самодовольным. Ну, как про себя вы. Что, конечно же, не отменяет самокритичности. С этим все отлично, и даже иногда слишком критичен к себе, а вот других услышать, если многоточие. Ну вот курс «Морской пейзаж», о котором я говорил, там этой свободе посвящено 5-е задание. Он из 5 уроков состоит. И мы учимся, мы гризаль, сначала рисунок, потом гризаль, потом подходы, значит, ну как это, эскизы к основной работе, потом сама работа, и потом, когда мы все это распознали, делаем творческие решения. Так что об этом я всегда веду беседы на живых классах, мы это просто делаем. Если нет возможности этот курс посмотреть, так просто тогда делайте эти творческие решения после того, вот, не сходя с этого места. Написали основную работу, я не знаю, сколько вы потратили, 3 там, часа или месяц, и потом делайте творческие решения на эту тему. Вот на том жестком фундаменте цвета варьируйте яркость, контрастность, насыщенность, композиционные различные решения. Вы сами почувствуете вкус этой свободы. И через какое-то время вам не понадобится делать много решений. Вы просто будете осознанно, спокойно выбирать самые выразительные сразу. И формат не будет иметь значения. Вы просто будете эту выразительность сразу создавать, купаясь в ней. Вопрос времени и практики. Друзья, не забудьте отметиться в журнале
Лайки мне очень нужны ваши. И делитесь с друзьями моими видео. Предлагаю посмотреть еще одно кино. После этого неудачное место для этюда. Ну, пока.